Привет, дорогие друзья! Теперь настало время дать комментарий по поводу того, что произошло на Пятом канале. Пятый канал в Украине — это канал Петра Алексеевича Порошенко, президентский канал, то есть президент его спонсирует, финансирует. Вы представьте, допустим, во Франции у президента есть свой канал. И вот в эфире канала два каких-то обиженных журналиста начинают сдавать личную информацию, публиковать личную информацию, обнародуют личную информацию блогера, чье преступление заключается лишь в том, что он критикует эту самую власть, то есть того же самого президента, и смел покритиковать этот канал и, в частности, вот этих двух обиженных. Вы представьте, допустим, во Франции это происходит. И что дальше произойдет? Вот вы представили, да? Потому что Франция — это цивилизованное государство. А то, с чем мы имеем дело, это государство не цивилизованное, это государство абсолютно беспредельное. Там не работают законы, там не работает вообще ничего. Один відеоблогер, який має велику кількість переглядів, називається Шарій, так? Шарик. Собачка така. Я знаю, що ви... Ну, против профессионалов-то не поспоришь. Лает он весьма профессионально. Що ви ведете такий діалог? Ні, я з ним ніякого діалогу не веду. Це він постійно робить накиди на мене, тому що я для нього є великою проблемою. Нет, большой проблемой теперь стал я, потому что я напомню, что канал Эспрессо, где вот этот вот вместе с еще одним ведут передачу, и в эфире они начали произносить такие вещи, там типа надо стрелять украинцев, вот. В итоге канал Эспрессо дал заднюю, удалил это видео, но видео уже скачано и иск уже в суде. Поэтому, не-не-не, это не ты для меня проблема, это я для вас проблемой. Як і ти. А чому? Я поясню дуже просто, тому що у нас насправді дуже мало свідомих українських людей на телебаченні, так вже склалося. У нас очень мало несведомых, у нас сведомых полно, у нас очень мало профессиональных людей на телевидении. А Шарій – це класична людина, яка напряму співпрацює з Сурковим. Тут навіть Дивіться, в чому є ситуація? Я Суркова на вертел. Я вашего Суркова знать не знаю. Это вы все работаете на Суркова. Но, в принципе, если хотите заработать еще один иск, кстати, президентский канал. Не хочешь президентский канал еще один иск заработать? Потому что вот этот вот клоун потом в суде будет рассказывать, что он не того Суркова имел в виду. Ну, не будем мелочиться, пойдем дальше. Коли він, як відеоблогер, має право, на відміну від журналіста, будь-які оціночні... Зараз в нього там багатосерійний серіал з Навальним. Блогер имеет право на любые оценочные суждения. И вы имеете право на любые оценочные суждения, которые тоже прозвучали в этой передаче. І цей багатосерійний серіал, знаєш, там, він так називає його там помічників, аудиторію, знаєш, там, дебіли і ще якісь речі. Серьезно? Ну, понятно, мы-то себе такого позволить не можем, продолжает вот этот вот профессиональный журналист канала Порошенко. І то це те, що ти не можеш у відповіді на телебаченні, на жаль, да. сказати. Да, конечно, Буткевич не может такого сказать. Крайний его эфир. На цицькасту губасту потворку, яка співає про те, що вона... Губастое, сиськастое существо. Про Алину Гросу. Да, он себе не может позволить такого в прямом эфире. Он же журналист. Відповідно, твій рецепт. Ти знайшов рецепт, як відповідати такій частині інформаційної кампанії, яка йде в відеоблогу та ще й за кордон? Как на него воздействовать? Ну, понятно как. Посадить его в тюрьму. Ой, блин, руки короткие, оказывается. Те, що інтернет поки що ніяк не регулюється абсолютно за великими рахунками, там можна все. Я не маю... ніколи і не буде регулюватися, ти ж розумієш. Ну, побачимо, сказав сліпий. А, вот. Настоящие журналисты, профессионалы сидят и думают, как еще YouTube бы отключить. Как бы еще YouTube отключить. А як йому можна відповісти? Ну як? Тоді треба асиметрично. Ні, ну тоді треба просто брати, робити такий самий блог, брати його, розбирати на шматочки. Да, создай блог. Разбери меня на кусочки. Давай. Валити канал на Ютубі його чи як? Ні, але ми ж починали з того, що є закон і є чіткі речі. Та? І ти казав, держава Ізраїль підходить так варіант. Це невигідно нашій державі, це порушує закон. О, про государство Израиль вспомнили, да? И государство Израиль достает преступников, которые совершили преступления, реальные преступления. Вы обсуждаете, как достать блогера, который критикует вашу власть. Вы совсем больные. Ми діємо в рамках закону. Давай подивимося, як можна асиметрично в рамках закону відповісти, наприклад. От ти ж знаєш, ніби там вивозили там його ще в часи там мінтовського протистояння, дві кримінальні справи висить там. Ну тогда вывозили, да, висит, да, на самом деле борец. А ви чим займалися в то время? Так? Ага, він зараз в Польщі живе, в Гданську. От тут якраз дуже цікаво. От перше тобі зараз покажу дивно, ніби так з Литви, а насправді, коли остання явочна квартира, вона от тут, в Гдині, дивися.
И что? И зачем? Ну вот зачем? Подождите, зачем вы это делаете? Публикуете мою, где у меня квартира. Зачем? С какой целью? Ну что? Зачем? Це Гданськ, Гдиня, Сопот, так? Три міста, так? От, межі на рідній вулиці, так, він, напевно, вже тут цукерню Юстинку знає на пам'ять, бо це сусідній будинок. Бачиш, там, от... Ну, хорошо, узнаю, родной район, да, родной дом. Не богатый, но какой есть. Ну, и в чем смысл этого? Показали вы, сдали, и что теперь? Вперед, налетай, убейте его или что? Это такая странная месть такая, да? Месть за мою критику, получается, да? Как это жестоко. Рідний райончик в Гдині, так? І якщо давати це улиця Войтила Радкего, ну, думаю, що сім-карту він вже після сьогодні поміняє, да? Ну, тому що... Дякую дуже. Ну, це допомагаємо зараз нашим правоохоронцям. Смотрите, это же прошло редакторов, да? Это на канале Порошенко, на канале президентский канал. Они публикуют личные данные, включая телефон, адрес, они все публикуют. Это же прошло, наверное, не через одного редактора, а через множество, да? Професіонали. Дзвоніть, листи там щастя людині, побажати йому здоров'я. І в чому цікавість є? Не треба... Что-то он как-то нервически смеется, мне кажется, Богдан Буткевич. Достал я его, да, смотри. Нервные срывы, кусает руки, тут же нервничает, лает. Профі. І виходити на оці постійно, бо він завжди буде вигравати тим, що він може матом, або ще щось запікати, подурачитися. Я всегда буду выигрывать, потому что я могу матом сказать? Нет, я всегда буду выигрывать, потому что я профессионал. В отличие от вас, клоуны. Є що з ним робити? От що з ним робити? А Одеса, є варіант, давай подивимося такий цікавий момент. По-перше, чому... Что с ним делать? Что с ним делать? Давайте, рассказывайте. Почему Гдыня? И он сейчас расскажет просто гениально. Гдиня, так? От, ти ніколи не звертав, типу, Литва, Гдиня, а от що між ними? ФСБшна столиця, називається Кенігсберг. Ну ясно, да. Ну, вся безкарність, він думає, що його ніхто не бачить. От маємо зйомки. От бачиш, людина вийшла на роботу. Він ж не розказує, що у нього дофіга бабла. Вийшла на роботу, трошки хвилюється, чекає, ну, у нього такий ждунчик. Я чув, що він ігроман. Игроман и наркоман. Да, я чув, что він игроман. Профессионалы так обычно и говорят. И видно, что уже вышел человек, уже ждет как бы в казино поехать. Они выкладывают видео, снятое неизвестно кем. То есть, ну, у меня сложилось впечатление, что мы смотрим какую-то фантастику. Що він лудоман. Ні, це він відбувається, ми не можемо доказати. А от Войцеха Зощика ми чекаємо, бо є така контора. Розумієш? Є така контора, і вона багатоповерхова, називається ця контора Греммі. Грэмми? Я видел такую контору. Там американским певицам и певцам вручают такие штучки. В ЗСО, да? Бачиш, Греммі Персонал, це навіть їхня сторіночка. Бачиш, чим вони займаються? Рекруація і аутсорсинг працівників. Докопались уже до какой-то компании, которая нанимает людей. А я какое отношение имею к этой компании? Даже если имею, ну и что здесь такого? З України і Польські. Цікаво. І от тут є дуже цікаві штуки. Є такі багатоступенева штука, на них вже почали працювати. Щоб ти вже зрозумів, хто працює, це вже Панствова інспекція праці. Уже настучали в Панцвову, короче, инспекцию труда. Стукачи, это не журналисты, это стукачи. Нічого собі. В Польщі, так? І Ужонт Скарбовий, тобто фінансова розвідка. Бо там майже 30 спілок під тою Греммі СПЗОО. І там йде дуже цікаво. Уже куча спецслужб каких-то работают, что-то копают. Сидят вот реально как два ботана, которые замыслили что-то такое. Мы сейчас сделаем, мы не можем сделать ничего профессионального, а мы настучим зато. Ніби устрицями займається людина, але насправді на чорно беруться працівників. Частину з них кидають на бабки. Ми можемо попросити, щоб відгукнулися ті, кого на чорно нелегально брали. Какие есть ваши доказательства? Щоб дали свідчення, як їх кинули на бабки. Бо тут якраз є миюча конторка, миє гроші. І коли приїжджають Панствова інспекція праці і Ужонт Скарбовий, то наступний, слухай, що починається. И появляется на экране расписка в получении денег. Какое вы имеете право такое публиковать? Вот реально, это же редакторов прошло, вы чё? Наступний коли починається блог, знаєш, як він каже, ой, з одної демократії в другу, втік в Литву. А от дуже цікаво, світ такий глобальний. Коли розписка за лютий, бачиш, все не російськомовні. А от Шаріка, от бачиш, тут якраз... $15 тысяч. Себе в месяц получал $15 тысяч.
Я бы и в ус не дул, ты чё? Хай би наші правоохоронці нам дали би відповідь, проаналізували ці документи криптографії. Цікаво. І от, чи є смисл, власне, рухатися не методом гавкання, Ну, абсолютно немає а сенсу. методом... Ну, почему? По-моему, Буткевич отлично гавкает. Это тоже хороший способ. Я знаю, що ви... Ну и по поводу того, что криптография это немножко другое. Он имел в виду, этот профессионал, в эфире канала Порошенко, президентского канала, что они изучат почерк, возможно. закон, 100%. і це є порушення трудового законодавства. От я в тому числі. 100% погоджуюсь, от дуже правильний дискурс. Як з ним боротися? Ну дуже просто. Треба, це має по ідеї займатися наша дипломатична служба, наша там служба зовнішньої розвідки. Так. Служба внешней разведки должна бороться с блогером, который освещает неправду украинских СМИ. Вдумайтесь! Это на канале Порошенко! Ну і наші правоохоронці Вона в нас можуть є. з польськими сконтактувати. Якщо ця людина загрожує нашій національній безпеці, значить от дуже правильно пан Роман каже, нам треба просто-напросто вичековувати про неї інформацію і робити так, щоб йому було максимально некомфортно працювати в будь-якій країні і отак ганяти його як собаку. Він, власне, є собака Шарик. О, профессионалы, журналисты, собака-шарик, собака-шарик. И так больно сразу стало. Это те два ущерба, которые вначале говорили, что Шарий может оскорблять, а мы же не можем, мы же профессионалы. Вы профессионалами никогда в жизни не станете. Не, все, уже время ваше ушло. От треба його ганяти, якщо диво пса, реально по всім. Дуже круто. Оце просто респект і уважуха, це дуже класно. Ну вот, я уже погнал, как шелудивый пес, уже убегаю от вас. Ну, це дуже було, знаєш, правильно. нам колись сказали, що треба допомагати державі, та, ну, от, що з тобою щойно трошки помогли, та, надіюся, в режимі стоп-пауза, наші правоохоронці можуть... Панове, СБУ, дзвоніть вже вам, зараз. будь ласка. Але Да. дивися, СБУ трусит своим пузом. СБУ, алло, СБУ. його ніхто не бачить. От маємо зйомки. От бачиш, людина вийшла на роботу. Він спеціально розказує, що у нього дофіга бабла. Вийшла на роботу, трошки хвилюється, чекає, ну, у нього такий ждунчик. Я чую, що він ігроман. Да, я игроман. Я играю как кошка с тупыми мышками, с двумя дебилоидными мышами, которые пищат не на того, на кого надо. Мне нравится играть с дебильными мышами. По идее, это видео должно оказаться на канале Порошенко. Хочу передать. Порошенко раз. Чайка поёб. Я вас всех сделал. А от дуже цікаво, світ такий глобальний, Шарик. коли розписка за лютий, бачиш, всі не російськомовні. Лука, якісь- Ово. А от Шарика, от бачиш, тут якраз Итак, Лукашенко у нас будет. Лукашенко мы выделим $2000. Да, вот так, долларов. Дальше у нас будет Янукович. Но его называют овощ, поэтому Ово. Ово. У нас получит, это же Янукович, $8000. Ну и здесь у нас будет Шарий, наконец-то. Мы его назовем Шарик. Шарик. Шарика мы назовем. Он получит у нас $16 000. Окей? Ольга, не кашляйте. Так, мы продолжаем. Тут $11 000 дадим. Вот Вонс, это госпожа Вонг была когда-то. Он у нас получит $50 000. Вот так. Так, хорошо. Здесь получается... А здесь будем писать «получил». Ну, типа они все подписываются. Лука, значит, вот так у нас подписывается. Шарик у нас подписывается вот так. А, не, это подписываются те, кто им выдает деньги. Короче, нам насрать. Главное, чтобы это попало на канал Порошенко, правильно? Здесь плюсик. Может быть, неграмотный человек. Здесь тоже плюсик. Все. Здесь подпись. Мне лень это считать, поэтому посчитаем 115. Поприветствуем моего товарища, который совместно с небезызвестной Ольгой Бондаренко помог президентскому каналу поставить вот этот сюр в эфир. Сейчас я вас ознакомлю с одной очень занимательной перепиской, которая вскроет
Источники дохода Анатолия Шария. Местоположение Анатолия Шария. Фото, видео, доказательства. Мы наконец-то смогли вывести на чистую воду этого хитрого гдынского ужа. Приятного просмотра. Я все записываю от 6 мая, не знаю точно, что попадет в эфир, запишу одним дублем, извините, что как бы затянуто, но чтобы все было максимально открыто, прозрачно и так далее. Это страничка товарища Чайки, у вас будет возможность ознакомиться. Итак, с 24 декабря я как бы смеху ради закинул информацию о месте положения Анатолия Шария, что является загадкой для украинских СМИ. С 26-го, более того, обращу внимание, это буквально первое сообщение из нашей переписки, так, не более и не менее, да. У человека не было абсолютно никаких оснований мне доверять. С 26 числа, когда он эту информацию с благодарностью всосал, я сконтактировал с Ольгой Бондаренко и заранее, скажем так, об этом предупредил, да. Вот. Когда информация... Вот, набросил еще о том, что он занимается там работорговлей в защищенной форме. И когда информация реально попала в эфир Пятого канала, я был в шоке. Ну, я не верил, что, то есть, вот таким образом, да, этого хватит. Вот, как только я забросил левый адрес, левый телефон, все абсолютно, да. Когда все это попало в эфир, мы были в шоке. Ольга Бондаренко вышла со мной на связь, и мы уже начали, соответственно, накидывать. Что попало из наброшенных, скажем так, нами материалов. Повседневные фотографии. Вот. Чайка еще с самого начала беседы, вы можете посмотреть, он просил сделать какую-то бытовую фотографию Анатолия. Вот. Соответственно, фотографии вы догадываетесь, откуда ко мне попали. Вот. Это фотография Анатолия. Чайка рассказывает о том, какие у него друзья в контрразведке и каким образом он сильно натянет Анатолия и всю его семью. Там, туда-сюда. Потом мы сделали... Сейчас будет видео, да, с прямой трансляции, да, небезызвестное. Дальше мы уже как бы начали бросать абсолютно неподтвержденный бред. Вот типа информации «Шарик 16 тысяч». О том, каким образом он получает пиленные Кремлем деньги за медиапропаганду. Вот. И с того момента я начал уже, как бы, исходя из собственной фантазии, набрасывать информацию о том, что Анатолий занимается нелегальной торговлей людьми в трудовых целях на Труйминской сточне. Вот. Давал какие-то абсолютно левые названия компаний. Так далее, так далее. Ну, как бы это такой уже вопрос творческого импровиза. За все время общения Роман Чайка не проявил, в принципе, никакой мнительности, осторожности. Верил всему на слово. Дальше. Но это как бы еще не самый смешной, парадоксальный момент для меня. Потому что я, человек с улицы, ему написал, да, и он это все вкинул. Самое смешное другое. Это моя страница. Это моя страница, с которой мог, в принципе, тоже ознакомиться Роман Чайка. Сейчас вы посмотрите, какая вторая запись фигурирует на моей странице. Секунду. Репост с портала Шарий.нет. Савченко Шарий умнее и дальновидней. Это раз. Это, то есть то, что человек мог посмотреть, просто пройдя по моей странице. Не делая какой-то дополнительной верификации, ну хотя бы пришло бы в голову, что я не до конца лояльный к его стороне. Это как бы меньшее с тем. Ладно, там, Шарий.нет и... Вот. От 2015 года мои статьи оппозиционного настроения там на ресурсы Newsfront, Life News, Обозреватель и так далее. То есть это лично мои авторские статьи. Если бы он просто пролистал как бы страницу до определенного момента, ему бы все стало ясно. Публикацию на тему Анатолия Шария я уже к этому моменту удалю. Вот. А с публикациями на низу страницы вы сможете ознакомиться, потому что как бы вот. Человек, обладая таким набором информации, да, переписки от абсолютно левой сторонней особы, он все это взял ко вниманию. На одном из центральных каналов президентского канала, да,
человек берет и в наглой форме сливает персональную информацию, которая досталась ему вообще каким-то образом по слухам. Вот у меня есть такое предположение, что если то, что делает Чайка, и то, что делают украинские СМИ в открытую, да, слив персональной информации и так далее, что может происходить как бы за кулуарами всего этого? Вот это как бы уже скорее к вопросу, когда, не помню, кто уже спрашивал Анатолия, вернулись бы вы в Украину, если бы закрыли против вас уголовные дела, я сильно сомневаюсь, но что адекватный человек вернулся бы в эту страну. Мало того, миротворец, то есть они готовы по центральным телеканалам страны вбрасывать информацию и толкать людей на совершение, скажем так, насильственных правонарушений, да, и это все идет из одного из центральных телеканалов страны в Европе. Мне кажется, здесь комментарии излишни. Теперь, с вашего позволения, я вознесу хвалу Всевышнему. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты обращаешь минус в плюс. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты наделил меня умом, разумом, позволяющим опережать других высокоразвитых существ на 10, на 100 шагов вперед. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты дал мне профессионализм. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что появляются такие люди, которые хотят сделать мне плохо, но в итоге делают мне хорошо. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что в свое время Ты сделал так, что выпад в мою сторону советника министра МВД послужил к тому, что в моей жизни все стало намного-намного лучше. Я благодарю Тебя за то, что Ты делаешь из минуса колоссальный плюс. И мы знаем с Тобой, Господь, что мы сделаем с этим видео. Мы знаем, к чему мы его приложим. Мы знаем, для чего оно нам. А им этого знать не обязательно. Потому что им вообще ничего знать не обязательно. Но что же вы наделали, а? Вот что теперь? Ну вот что? Посмотрите на себя. От вас же пахнет. По-моему, вы обгадились. Профессионалы. Пока.